Предлагаю вам отправиться вместе со мной в увлекательное путешествие через мистический мир символов и тайн китайской культуры, чтобы открыть для себя все прелести и загадки грядущего года китайского дракона. Вместе мы нарисуем картину «Дракон в снежной стране». Эта картина – настоящий талисман. Она содержит в себе символы, которые помогут вам привнести значительные изменения и преобразования в вашу жизнь. О том, как обратить такие перемены себе на пользу и обрести в новом году благополучие, поговорим, пока будем рисовать. Поехали! Сегодня я приглашаю вас погрузиться в мир загадочных символов и знаков, чтобы раскрыть перед вами тайну грядущего 2024 года. По китайскому гороскопу каждый год представлен своим уникальным символом, который несет в себе особое значение и энергию. И вот наступает 2024 год, год китайского дракона. На Востоке дракон считается символом мудрости, силы и добродетели. Издавна верили, что изображения дракона обладают магической силой и способны приносить удачу и процветание. В китайской культуре дракон также ассоциируется с элементом воды, что делает его символом обновления, чистоты и возрождения. Итак, представьте себе дракона, бороздящего просторы далекой снежной страны. Его могучая чешуя обрамлена ледяными сияниями, а его глаза сверкают, как самые ценные самоцветы. Этот дракон не просто символ года, он станет талисманом нового времени, приносящим свежий взгляд, новые возможности и великие перемены. Именно поэтому я решила создать картину «Талисман. Дракон в снежной стране», чтобы привлечь в вашу жизнь магию и силу этого величественного символа. Пусть он станет вашим проводником в новом году, наполнив вас уверенностью, мудростью и бесконечной энергией. Предлагаю вам отправиться в это увлекательное путешествие через мистический мир символов и тайн, чтобы открыть для себя все прелести и загадки грядущего года китайского дракона. Рисуйте вместе со мной! Картина «Дракон в снежной стране» представляет собой величественное изображение китайского дракона, странствующего по земле, покрытой белоснежным покрывалом. Вокруг него расположены атрибуты Нового года: красные фонарики, китайские таблички и иероглифы, символизирующие удачу. В картине есть и другие символы, о значении которых мы поговорим чуть позже. Китайский Новый год в 2024 году празднуется 10 февраля. Но за последние десятилетия у нас прочно укрепилась восточная традиция связывать каждый Новый год с тем или иным зодиакальным животным. А потому картину я решила нарисовать именно в преддверии ночи с 31 декабря на 1 января. Такая картина будет отличным подарком на этот волшебный праздник, а также мощным талисманом на грядущий год дракона, приносящим его владельцу удачу, защиту и процветание.
Чтобы привлечь удачу и служить талисманом, объекты на картине должны быть расположены таким образом, чтобы создать гармоничное и сбалансированное визуальное впечатление. Китайский дракон должен занимать центральное положение, символизируя его важность и мощь. Снег должен быть изображен таким образом, чтобы создать ощущение легкости и непредсказуемости, напоминая о возможностях Нового года. Пусть атрибуты Нового года дополняют композицию картины, но она не должна быть переполнена ими. Чтобы создать ощущение праздника и радости, но не разрушать атмосферу мощного мистицизма, достаточно нескольких элементов. Интересный факт. Самая важная часть китайского Нового года – воссоединение семьи. Молодые люди, работающие в городах, навещают пожилых родителей в сельской местности, так что китайский Новый год или праздник весны вызывает крупнейшую в мире миграцию – Чун-Юнь. Недавно я тоже выпустила видео на тему семьи и взаимоотношений с близкими. В ней мы помимо разговора по душам рисуем картину, которую можно подарить родным в знак нерушимой связи, любви, преданности или примирения после ссоры. Советую также ознакомиться. Итак, рисуйте и слушайте притчу о драконе. В древние времена, когда мир еще был молод и полон тайн, в далекой снежной стране проснулся великий дракон. Его пробуждение было знаком для всех живых существ, воплощение мудрости, силы и долголетия. Он принес новую, созидательную энергию из потусторонних миров, таинственных и загадочных, о которых человеческий разум не может и помыслить. Облеченный в белый покров снега, под толщей которого он покоился долгие годы, своим глубоким и протяжным ревом он возвестил мир о приближении нового цикла, о грандиозных возможностях и об очищении от прошлых бремен. Дракону был отведен 12-месячный срок, в течение которого он царствовал в мире, принося в него свою мудрость и силу. За эти месяцы он внес необходимые изменения, чтобы сохранить баланс и равновесие, а также раскрыть всему живому новые горизонты, наполнив мир энергией духовного возрождения. И когда прошли 12 месяцев, дракон возвратился в свое святилище, из которого он воспрял в самом начале своего странствия. Снова погрузившись в глубокий сон, он завершил свой 12-летний цикл, оставив мир в состоянии спокойствия и гармонии. Так продолжалось из века в век, долгие тысячелетия. Дракон пробуждался раз за разом и продолжал свое великое странствие, принося с собой нравственные преобразования и невероятный потенциал для развития. Его мудрость и сила охраняли мир, наполняя его новой энергией и прогрессивными тенденциями. Даже вдали от пристанища дракона можно было встретить магические украшения, красные фонари, китайские узоры и символы удачи, которые из года в год приносили многочисленные мудрецы-почитатели. Все это делалось в знак грядущих перемен, обетования новых перспектив и всестороннего роста. И каждый раз, когда дракон возвращался вновь, мир ощущал прибытие своего мистического покровителя и ждал с нетерпением новых преображений. И вот на пороге 2024 года прислушайтесь и услышьте этот гул,
Это дыхание пока что еще почивающего дракона, который готов вернуться в наш мир с новыми таинственными обновлениями. Из тех далеких миров, с которыми мы все так крепко связаны, но о существовании которых мы даже не подозреваем. Готовы ли вы к этим преобразованиям? Перестроили ли вы свой образ жизни и мышления? Привели ли в порядок взаимоотношения в кругу семьи? Расплатились ли с долгами? Уладили ли ссоры и обиды? Будьте уверены, грядущий год будет особенным, потому что 12-летний цикл продолжится, олицетворяя собой гармонию равновесия между спокойствием и возбуждением, стабильностью и изменчивостью, взлетами и падениями, равновесие между временным и вечным. И наше с вами благополучие в эпоху таких судьбоносных трансформаций будет полностью зависеть от нашего умения лавировать в бесконечном волнующемся море энергетических вибраций, объединяющих наши судьбы в единую паутину вселенского пространства-времени. Кого-то этот процесс поднимет, а кто-то может заблудиться и запутаться в своих же сомнениях, обманах и страхах. Ничего не бойтесь, никогда не сомневайтесь в себе, будьте честны прежде всего с самими собой, будьте воплощением искренности, смелости, уверенности, и тогда древний дракон будет творить свои перемены вашими руками. А пока мы доводим картину до финального состояния, поговорим о символизме ее элементов. Все они в той или иной степени являются символами китайского Нового года. Не случайно в картине преобладает красный цвет. Он везде и повсюду. В китайской культуре красный цвет – это удача и счастье, а также защита от злых духов. Китайский дракон тоже обладает способностью отгонять нечистую силу, что делает любое его изображение мощным оберегом. Поэтому дракон на нашей картине красного цвета. В 2024 году цвет дракона зеленый. У этого цвета свой символизм и энергетика. Можете выбрать его, если он вам близок. Китайский дракон на картине является могущественным символом силы, удачи и процветания. Он также ассоциируется с духовной мудростью и защитой. Дракон – единственное мифическое существо среди всех знаков зодиака. Это придает грядущему году особую энергетику. Снег, окружающий и покрывающий дракона, символизирует чистоту, свежесть и новое начало. Красные фонари и таблички с иероглифами являются традиционными атрибутами Нового года в китайской культуре, приносящими удачу и радость. Во время китайского Нового года фонари повсюду. Они всегда красного цвета и круглой или овальной формы. Сделаны они могут быть из бумаги или из ткани
и украшены черной или золотой каллиграфией, а иногда и просто символами процветания. Добрые пожелания на китайских новогодних фонариках относятся к счастью, миру, удаче и процветанию. Вот те иероглифы, которые вы можете нанести на картину. Очень распространенным украшением во время китайского Нового года является иероглиф Фу, означающий счастье и благополучие. Иероглиф Синг также обозначает счастье, а еще удачу. Зачастую оба иероглифа могут встречаться вместе. Сперва идет Синг, а за ним Фу. У них схожие значения. Есть традиция, опять же, для большей удачи, вывешивать эти иероглифы вверх тормашками. Можете попробовать и так. Иероглиф Шоу означает долголетие. Иероглиф Си означает удачу или радость. Его я нарисовала на верхнем фонарике. Красная луна имеет различные толкования в разных культурах, но главное, что она вызывает – это ощущение тайны и загадочности. Многие верят, что появление Красной Луны говорит о наступлении какого-то важного события или изменении в жизни человека. В некоторых религиях Красная Луна может предвещать наступление опасности или показывать, что что-то негативное происходит в мире. Но вместе с этим Красная Луна может быть символом преобразования и возрождения. В китайской культуре из-за отношения к красному цвету это явление ассоциируют с процветанием и часто связывают с положительными событиями. Чтобы наверняка придать этому символу позитивное значение, мы рисуем на нем иероглиф Фу, означающий счастье и благополучие. Таким образом, Красная Луна на нашей картине будет символизировать переустройства, которые приведут к счастью и благополучию. Дерево Мэйхуа или слива – один из главных символов в культуре и живописи Китая, одно из 4 благородных растений. Слива Мэйхуа зацветает в Китае очень рано, в конце января, начале февраля, когда еще не сошел снег, первый из всех цветов. Ее цветение приходится на китайский Новый год, поэтому его иногда называют праздником весны. Цветы этого дерева под снегом – символ стойкости и добродетели. В нашей картине дерево усиливает общую энергетику обновления и возрождения в новом году. Картина сочетает в себе оттенки теплого красного и холодного синего. Особенно это проявлено в небе, что отражает гармонию двух противоположностей – теплого, светлого, активного, небесного мужского начала Ян и холодного, темного, потустороннего, земного, женского начала Инь. Соединение Инь и Ян, неба и земли – это основа мифологии древнего Китая. Грандиозным и величественным воплощением идеи гармоничной связи между небом и землей является древнекитайская архитектура. Крыша с традиционным наклоном и изогнутыми кверху краями как раз и символизирует эту связь. Китайцы также считают, что такие крыши защищают здания от влияния злых духов. Мы рисуем китайский дворец, который служит пристанищем для нашего дракона и в то же время олицетворяет прочность и защищенность нашего собственного жилища. Представьте себе дракона, бороздящего просторы далекой снежной страны. Его могучая чешуя обрамлена ледяными сияниями, а его глаза сверкают, как самые ценные самоцветы. Этот дракон не просто символ года, он станет талисманом нового времени, приносящим свежий взгляд, новые возможности и великие перемены.